Всем привет! У нас интервью с Климентом Ивановым, капитаном команды Na'Vi Dota. Скажи привет, Упей. Привет. Я хочу поговорить с тобой про игру, которую вы играли позавчера против Moscow File. Первый вопрос такой, ты считаешь, что пики М5 были не очень хорошо продуманы в первой игре? Ну да, я решаю, что они подумали, что мы какой-то Баланара не возьмем, подумали, что они сами его могут взять, но мы их стратегию немного поломали, так что у них не такой хороший пик вышел. А почему во второй игре Дэнди был на саппорте, а Хвост был отправлен на миде? Ты думаешь, что Дэнди, может быть, лучше бы реализовал, если бы он играл на миде вместо Хвоста? Нет, там вариантов не было, там идея была, что когда Тайтхантер пойдет каунтрить Бруду внизу, где мы показали, что Брудмадер пойдет вниз, он поставил сетку, и мы пошли с Дэнди туда вниз. Дэнди был соло, я просто стоял бы в лесу и харасил бы Тайтхантера. Он был соло, они продумали линию очень хорошо, так что у нас мы должны были другие вещи сделать по линии. Там, когда был Баланар, я не помню точно, в первой или второй игре, вы отправили на легкую, да? Это в первой игре было. И почему ты ее отправил на легкую? Ты знал, что там будет на соло-лайне два героя, то есть дабла будет? Как я помню, Баланар бы стоял против соло Квапу. Я думал так. Но они поставили туда даблу тоже. Там стелс-ассасин цемка была. Туда не вариант ставить Баланара, потому что он бы только нюхал экспу и крипов бы не забирал. Нам надо было, чтобы он получил full экспу и full фарм. Так что мы ставили его на easy line и поставили кого-то другого на мидлейн, чтобы он нормально стоял. Винрайнер там, как я помню, может быть, стоял очень отлично. А во второй игре, как ты думаешь по поводу пика М5? Там, я так понимаю, была задумка, чтобы сыграть через Бен Флетчера, но там не все получилось, да, у ребят? У них задумка была своя, и у них отличный пик был. Скажем так, что вот в этом игре можно посмотреть, что у нас было 4 героев, на кем они не умеют играть. Почти 3-4, может быть. Они не умеют играть в лесу такие расты, или, может быть, такие ситуации, где у нас морфом или Earthshaker, там роуминг немного. Умеет Blood Angel, у них очень хороший Earthshaker, но вот в такой ситуации, может быть, они зафейлили. Так что у нас немного другой пик был, и мы сработали с ними получше, чем они свои пики. Хорошо, пару игр про матч против шведов, с ЛГ, тебе не кажется, что они немножко вас боялись? Да, они могли бы побояться нас. Но во втором игре они сразу придумали свой дефолт пик и связали его очень хорошо. Зато мы что-то, когда пошло игра на тимфайт, тогда мы выиграли просто. То есть, проблема таких команд в том, что если они начинают играть в свою игру, то есть просто вас не боятся, тогда вам играть против них сложнее, правильно? Да. Если команда чувствует, что у них все хорошо, тогда они играют лучше. Так и есть. Сразу такой вопрос по поводу ближайшего турнира за International вторая часть. Азиаты будут к нему готовиться, будут играть. Я так понимаю, что европейская комьюнити и азиатская, они с друг другом не играют, поэтому у них там какой-то свой стиль. Ты считаешь, что это преимущество или недостаток, то, что вы будете играть против команд, которые вы не знаете, как играют? Я думаю, что для нас это ничего не значит, что у них какой-то свой стиль, потому что они еще должны долго играть в эту игру, чтобы понимать, почему мы пикаем таких героев, как мы сейчас. Скажем так, что в первой доте, почему китайцы выигрывают европейцы, потому что они играют больше, они понимают, почему они пикают панду первым, а мы не понимаем. А у них есть уже свой стиль, потому что, они просто знают побольше, мы не знаем. А теперь реверс. То есть, грубо говоря, у них просто не хватит времени, чтобы полностью игру наиграть свою. Сейчас, если они будут играть, им хватит. Но если они через месяц-два или, месяц-два будут играть, тогда они проиграют как первые. Хорошо. Вот еще такой вопрос. Буквально пару дней назад появилась панда. Как она повлияет на текущий баланс в доте, с учетом тех героев, что уже есть? Панда, как я сыграл, как я увидел, он самый балансный герой будет с Ликаном. И я думаю, что он сразу будет первый пик и форсбан. То есть ее будут или банить, как Ликантропа и панду, да, или сразу брать, стараться? Да. Хорошо. Спасибо тебе большое. Желаю тебе удачи в гранд-финале. С кем бы хотел бы играть, с шведами или с М5?
Я бы с Пайкатом хотел играть опять. Пайкатом. Но зато Blood Angel показывает игру. Хорошо. Спасибо большое. Пока. Пока всем.